Здравствуйте, ну что, приветствую вас на канале. Что мы видим на данный момент? Мы видим то, что у нас эфир потихоньку набирает обороты и потихоньку он отжирает ликвидность из рынка. Это все видно у нас на доминации эфириума. Доминация эфириума у нас практически 12%. Даже с учетом того, что у нас была сильнейшая коррекция на эфириуме, с 3900 мы падали на 3500. Но доминация эфириума нам показывает то, что доминирование здесь восстановилось. И так как у нас нету особо никакого интересного, хорошего притока капитала в рынок, из альткоинов просто изымают ликвидность. И мы видим то, что альткоины конкретно корректируются. За неделю альта очень сильно потеряла свои позиции. В принципе, если посмотреть на лонги эфир относительно биткоина, то у нас здесь полностью лонги закрыты, и по всей видимости у нас нету никакого особо интересного движения. Как же у нас будут идти движения на эфириуме, если нету лонгов? Если посмотреть эфир относительно битка, лонги закрыты. Аналогичная ситуация у нас эфир относительно доллара, лонги закрыты. И я думаю, что у нас будет, конечно же, движение осенью, а осенью у нас зачастую и всегда движение происходит. Но перед этим движением нам нужно здесь увидеть набор лонгов, хотя бы небольшой какой-то набор лонгов, примерно хотя бы вот такая вот небольшая у нас была пирамида по данным лонгам. И фишка в том, что по истории, как только начинается набираться лонги по эфириуму, у нас альткоины продолжают корректироваться. Если мы посмотрим на начало набора лонгов и шло из января 2025 года, то альткоины корректировались вплоть даже до апреля месяца. И вот здесь вот только в начале апреля у нас альткоины начали показывать небольшую силу. Так что нужно приготовиться и дожидаться, конечно же, набор лонгов по эфириуму. По всей видимости, в ближайшее время, это хотя бы 2 месяца, мы с вами, наверное, все-таки ничего интересного не увидим на альте, потому как там будет стагнация. И это истинное движение мы вчера рассматривали на стриме, то, что оно может произойти где-то ближе к ноябрю месяцу. Потому как 80 недель после халвинга биткоина это, конечно же, тот самый интересный альт-сезон. А халвинг биткоина у нас был, когда у нас был халвинг биткоина? У нас был в 20-х числах апреля 2024 года. И 80 недель у нас припадает как раз на 11 ноября. В принципе, мы здесь с вами можем тоже ожидать движения на биткоине, и биток здесь может поставить, конечно же, вершину. Что у нас по индикаторам? Давайте посмотрим индикатор купи-продай, и на дневке он пока что ничего не показывает. Нету никакого сигнала. Был у нас сигнал 17 июля 2025 года. Сейчас у нас здесь нет никаких сигналов. Конечно же, некоторые блогеры уже говорят то, что здесь формируется бычья вершина. У нас тут уже биткоин улетает. Но пока что мы этого не видим. И чтобы здесь сформировалась бычья вершина, нужно здесь битку пробыть в боковом движении, как минимум еще хотя бы 1 месяц. У нас был сигнал на хэш-риббонсе. Будем надеяться на то, что он в дальнейшем отработает. Так, давайте посмотрим 4-часовичок. На 4-часовике у нас был здесь сигнал на покупку. И здесь формируется уже каскад ликвидации. Мы видим здесь непроторгованные фитили. Могут, конечно же, здесь сквизануть просто по битку. Вот так вот просто снести всех вот этих вот лонгистов перед дальнейшим движением вверх. Что у нас на часовичке? Давайте-ка мы посмотрим. На часовичке у нас был сигнал на продажу. Это было в час ночи. Вчера, когда был стрим, у нас здесь был сигнал на покупку. Тут уже сигнал на продажу. В принципе, вот так вот. Но особо ничего интересного нету. Если даже посмотреть на самой дневке, то мы здесь не видим никакого сигнала на покупку. Нам нужно перед тем, чтобы мы здесь начинали двигаться, увидеть здесь сигнал на покупку. Пока что его нету.
Также эфириум у нас на недельке формирует такую вот бычью структуру. У нас здесь виднеется уже паттерн чашка с ручкой. Мы видим здесь огромное тело чашки и формирует потихоньку тело ручки. Если у нас будет данный паттерн отрабатывать, мы с вами можем забрать, к примеру, небольшое движение ручки. Это у нас будет пробитие эфириума хая. И эфир может уйти в диапазон там 4500, например. Мы пробьем этот хай. Здесь у нас эфир 4800. Но если мы это все дело вот так вот подкорректируем, здесь вот поставим на вершину, у нас примерно будет тело самой ручки. Еще, в принципе, здесь сама ручка не сформирована до конца. Мы точно не знаем, как все у нас здесь произойдет. Но примерно тело ручки, это у нас будет пробитие хая по эфириуму. И, конечно же, тело самой чашки. Давайте-ка посмотрим тело чашки. А тело чашки у нас после того, когда мы пробьем хай, можем забрать еще само тело чашки. Это диапазон 7200. Может быть такое, что эфириум поставит хай 7200, 7500 осенью 2025 года. Как вы думаете? Пишите, конечно же, в комментариях под видео. Также, если мы с вами увидим движение на эфириуме в диапазон $7000, то мы с вами можем и увидеть то самое интересное движение на альткоинах. Сейчас на данный момент, если мы посмотрим данный график по поводу того, где именно находятся альткоины, то они находятся, можно так сказать, на низком старте. Вот примерно вот здесь вот. И хочется, конечно же, забрать движение альты, вот это вот, которое у нас было в 2021 году, ну хотя бы, допустим, с вот этими вот всеми лоями, которые мы здесь поставили. Может быть такое, что альткоины не уйдут на перехай 2021 года, но хотя бы забрать движение, в диапазон здесь куда-то 2 пункта. Это было бы неплохо. И как раз вот это вот все дело у нас может произойти до конца 2025 года. Посмотрим, понаблюдаем. Данный график нам показывает, как двигаются альткоины. Вот у нас было движение ноябрь 2024 года, вот у нас было лето 2025 года. И с каждым движением у нас оно все уменьшается и уменьшается. Как говорится, пружина сжимается. И может быть такое здесь мы с вами увидим в ближайшем будущем сильнейший импульс роста по альте. У нас здесь есть небольшая такая трендовая линия синяя. И мы на данный момент просто подошли к ретесту данной трендовой линии. Мы отретестили ее буквально, это было 21 июля. Тут у нас тоже было касание 2 декабря, 21 июля у нас было касание, и мы ушли на небольшую коррекцию. Но на недельке видно то, что здесь формирует восстановление. Я думаю, что в ближайшем будущем у нас данная трендовая линия будет пробита. Данный блок поддержки мы удержали по альте. И все-таки, как ни крути, надеемся то, что альткоины наберут силу и все-таки покажут хотя бы какое-то небольшое движение на крипторынке. Тот самый интересный альт-сезон, который все долго, конечно же, ждут. Данный график нам будет подсказывать то, что первая зона фиксации это будет примерно 1,5 пункта, и вторая зона фиксации это 2 пункта. Будем с вами на это надеяться. Сейчас пока что я думаю, что без вот этих вот лонгов никакого особо движения на крипторынке не будет. Нужно будет пристально смотреть на эти лонги. Набор лонгов, конечно же, пока не начинается, и мы уже длительный период времени стоим в боковике. Если мы посмотрим осень, то мы здесь простояли в боковике 40, примерно 50, пускай, 50 примерно дней, а если быть поточнее, 41 день. Сейчас мы уже стоим здесь в боковике, смотрим, 58 дней. Длительный период времени мы стояли в боковике, это у нас май 24 год по лето, здесь у нас получается примерно мы простояли 94 дня. Аналогичная ситуация у нас была и в феврале, в марте 24 года, но еще длительный период времени мы стояли в боковике
по данным лонгам. Здесь у нас было примерно 308 дней. Но это у нас была глубокая медвежка. Я думаю, что здесь будут события развиваться очень быстро уже, потому как осталось недолго. Нам уже нужно ставить вершину по биткоину. И если, конечно же, альткоины не подтянутся за битком, то биток уйдет на медвежку и потянет за собой все альткоины. И то, что некоторые говорят, то, что биток опустится в диапазон 60 тысяч долларов, и там мы с вами увидим альт-сезон, ну нет, такого, наверное, не будет. Биток за собой потянет альткоины. Из текущих, конечно же, альткоины еще могут потерять до 5 иксов. Конечно же, если он упадет на 60 тысяч долларов и там начнет консолидироваться, боковить, как это было, допустим, в 2022 году, то мы с вами сможем увидеть альт-сезон. Но только с каких значений? С минус 5 иксов альта покажет 2-3 икса, но это будет не те точки входа, по которым вы даже входили. У нас здесь осталось еще немного. Если даже ориентироваться на модель Stock to Flow, то буквально тут, смотрите, мы уже начинаем окрашиваться вот так вот. Скоро будет здесь салатовый цвет. Сейчас на данный момент у нас где-то примерно вот такая вот окраска. И до салатового цвета у нас есть примерно 3-4-5 месяцев. Осталось здесь буквально недолго. И вот мы видим то, что биток потихоньку начинает восстанавливаться. У нас есть сигнал на хэш-риббенсе. Это у нас лонговая ситуация. И будем надеяться, что здесь продолжится движение. Все у нас получится. Если, конечно же, нас манипулятор вознаградит. Ну и само собой, там у нас будет заседание ФРС. Оно будет проходить 17 сентября. И я думаю, что до 17 сентября как раз они будут еще трепать нам нервы. Но набираемся терпения. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Ибо просто-напросто без вашей поддержки не было этого канала. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока и мирного неба.